Я жила с мамой и отчимом. Папу у меня убили после Афганистана в 90-е годы. Жили перебежками. Ну, то есть для меня это было нормой, конечно, что мы так живем. Но я видела другие семьи и понимала, что ни к чему хорошему это не приведет. Мама стала чаще пить, были скандалы, драки. Периодически меня могли не пустить домой. 2 раза я сбегала из семьи. Периодически ночевала у подружек и знакомых. И однажды я пришла, и меня просто выгнали из дома. Ну, самое тяжелое было поступление, потому что вообще слово «детский дом» это было что-то вообще за гранью просто. О, детский дом, думаешь, боже мой, что это такое? Но поступила, приняли очень хорошо работники. Самое тяжелое, помимо всего этого, было переходный возраст, да? 13-14 лет, такой самый сложный, когда не хочется учиться, ничего не хочется делать, а все там: Юля, давай, делай, работай, там, стремись. Но потом было страшно выпускаться, потому что изначально меня хотели отдать в общагу. Я говорю: не, я в общежитие не пойду вообще. Почему? Почему я в общежитие не хочу? Ну, потому что детский дом, это, в принципе, тоже, да, чем-то похоже на общежитие. Но помимо всего этого у нас куча народу выпустилась из общежитий, и не очень хорошие отзывы. То есть, ну, как-то так, все-таки страшновато, наверное, потому что там все начинают курить, пить, всякие, ну, такое, да, прогуливают, тем более там лицей чаще всего. Я ездила в 2 социальные гостиницы. Первая мне вообще наотрез не понравилась, и вот вторая была пристань. Ну, я сначала пришла, тут как день открытых дверей был, все рассказали, показали. Вот. Ну, так хорошо приняли тоже, объяснили, что стоит, что не стоит. Ну, и условия проживания, то есть как бы здесь, ну, не знаю, вот я была во 2-й социальной гостинице, там все по-другому. Там вот такой, да, план как бы больше к приютскому. Вот эти вот старые стены обшарпанные, куча народу, да, все курят. И там как бы отдельное здание. То есть это все-таки больше похоже так к дому, к домашней обстановке. Самое сложное для меня это было учиться распределять деньги. Это вообще нереально. То есть вот сейчас думаешь, блин, там, ну вот мы вели тетрадочки, да, всякие записывали. Думаешь, вот надо завести тетрадочку. Сейчас даже уже. Потому что нет, ну это все так сложно, распределять деньги. Ну как бы вот эта привычка чеки собирать осталась, например. Все равно, что потом смотришь, нужное, ненужное. Вот. Еще у меня осталась традиция от пристани собирать людей вот так вот в выходной день, да, например, или в пятницу вечером приходить с гостями домой и готовить, кушать на всех, сидеть, общаться. Тоже очень полезная вещь. Я думаю, в большей части да, даже больше, чем детский дом, потому что здесь все-таки как-то посвободнее, да, давали свободу, простор, который не давали в детском доме, например. Где-то было больше доверия, больше так уже на самостоятельность все-таки давили, чем вот мы за тебя там. Все сделаем. То есть ты тут уже сам думаешь, стоит, не стоит там, и как это лучше сделать. Желание, ну, потому что очень многие помогали мне в свое время. Я понимаю, что у меня есть силы какие-то, да, вот это неограниченный запас, который я могу кому-то отдать. Те, кто находится вокруг меня, ну, я просто так все растрачиваю в большинстве, да, вот что-то кому-то желаю, там бегаю, спотыкаюсь, что-то для кого-то делаю. А эти дети, ну, как я считаю? Я считаю, что если я изменю хотя бы судьбу одного ребенка, то это уже большой вклад в наше будущее. Я считаю, что да, потому что дети из детского дома, у них куча страхов. Вот ты выходишь, и ты думаешь, что вот там, кто там тебя встретит, да? А люди, которые здесь работают, они все-таки хоть как-то направляют, да, корректируют твои цели жизненные. Они помогают тебе в чем-то, да, и ты всегда вот можешь прийти, например, да, и сказать, там, вот мне плохо, там, поговорите со мной или еще что-то. Даже если ты отсюда выпустился кучу лет назад, тебя все равно здесь примут. Помимо всего этого, здесь все-таки дают какие-то навыки, необходимые ребенку. То есть ты проходишь здесь какой-то этап, да, где ты становишься взрослее, и ты уже лучше понимаешь, что и от кого можно ждать. Все-таки так все как-то по-домашнему. Даже если много народу, ну какая-то вот атмосфера, да, вот все равно сделано здесь, что есть такое чувство. Но тут столько всего было. Да, они преодолели мой страх, например, я ненавидела лошадей. Вообще я их боялась. Они меня привели, посадили, покатали. Помимо всего этого, они вот столько вот мелочей было приятных, да, в день рождения там. Например, я легла, меня загнали в комнату, сказали, сиди, да, там. Ну, я уже понимала, что мне готовится подарок, конечно. С утра просыпаюсь, там всякие рисуночки, да, всякие там салатики сделаны. Но очень приятно все равно, когда... И все вот вокруг тебя бегают, там что-то делают, как-то там поздравляют. Много людей.